Письма Льва Толстого, одного из величайших русских писателей, были не просто средствами общения, а настоящими произведениями искусства, отражающими его внутренний мир. Последние строки, написанные им, были пронизаны болью, сомнениями и поиском смысла. В последние дни своей жизни Толстой покинул родное имение Ясная Поляна, оставив за собой множество вопросов и недосказанности. В этих письмах скрываются его последние мысли и чувства, которые могли бы изменить наше восприятие его наследия. 30 октября 1906 года Толстой покинул Ясную Поляну, не оставив прощальной записки своей семье. Взяв с собой только небольшой чемодан, он отправился в путешествие, которое, как оказалось, станет его последним. Множество писем, написанных им в этот период, были адресованы как близким, так и друзьям. Эти письма запечатлели его внутренние конфликты и стремление найти покой. Одно из наиболее знаковых писем было адресовано его жене Софье. В нем Толстой объяснял свои чувства, связанные с уходом из семьи. Он говорил о том, что ищет истину и свободу, но одновременно чувствовал себя виноватым перед теми, кого оставляет. Эти строки были полны страха перед неизведанным, но в то же время решимости идти своим путем. Параллельно с этим писем Толстой общался с друзьями и единомышленниками. В одном из них, адресованном писателю и общественному деятелю Владимиру Черткову, он размышлял о своем литературном пути и о том, как его взгляды изменились с течением времени. Он делился своими последними размышлениями о смысле жизни, вере и моральной ответственности. Эти письма, полные глубокой философии, оставили неизгладимый след в истории русской литературы. 14 ноября 1906 года Толстой умер в одной из маленьких станционных больниц, находясь на пути в Астрахань. Его последние слова, записанные в письмах, были пронизаны чувством одиночества, но в них также отражалась надежда на то, что его идеи и мысли будут жить дальше. Эти письма, хранящие его внутреннюю борьбу, стали неотъемлемой частью его наследия. Они открыли двери в его душу, углубляя наше понимание о его жизни и творчестве. Неизвестно, сколько еще тайн скрыто в этих строках, но каждое письмо — это отражение не только личного, но и общественного контекста того времени. История, которой Толстой был частью, продолжает влиять на наши сердца и умы. Но кто еще оставил такие значимые послания, которые могли бы изменить ход истории? Следующее письмо, полное загадок и эмоций, принадлежит великому художнику и мыслителю, которому тоже было суждено оставить неизгладимый след. Винсент ван Гог, один из самых известных и влиятельных художников в истории, оставил после себя не только великолепные картины, но и множество писем, которые были его настоящими спутниками в жизни. Эти письма, в отличие от его живописи, были более личными и откровенными, и в них скрыты тайны, которые могут нам многое рассказать о его внутреннем мире. В своих последних словах Ван Гог стремился донести свои чувства, переживания и размышления о жизни, которые будто предвосхитили его трагическую судьбу. В одном из писем, написанных в последние дни его жизни, Ван Гог размышлял о своей творческой карьере, о том, как его картины не всегда понимали и принимали. Он писал о своем постоянном стремлении к самовыражению, о том, как каждое его полотно — это отражение его эмоционального состояния. Он искренне делился своими надеждами и страхами, искал утешения в словах, но его письма также пронизаны чувством одиночества и непонимания. Его близкий брат Тео, с которым Ван Гог поддерживал тесную связь, стал его основным адресатом. В этих письмах чувствуется еле уловимое напряжение, которое нарастало с каждым днем. Ван Гог часто упоминал о своих злоключениях и борьбе с внутренними демонами, о том, как трудно ему было найти поддержку в этом мире. Состояние душевного здоровья художника было непростым, и это отражалось на его письмах. Он писал о своих депрессивных состояниях и о том, как искусство становилось его единственным спасением. В последнем письме, отправленном в начале месяца, Ван Гог описывал свое состояние как мрачное и пустое, и в этих строках чувствовалась безысходность. Однако даже в самых темных моментах он продолжал верить в свою способность создавать, в то, что его картины могут быть поняты и оценены. Он говорил о красках, о свете и тени, о том, как они отражают его душу и его страдания. Ван Гог также делился своими мечтами о том, как его творчество может изменить жизнь других людей. Он надеялся, что его картины станут источником вдохновения для будущих поколений. Но в то же время он не мог избавиться от страха, что его усилия будут не оценены. Эти письма, полные искренности и эмоциональной глубины, стали его последними криками о помощи, но также и попытками сохранить надежду. Судьба Винсента ван Гога завершилась трагически, когда он скончался от ранения, полученного в результате самоубийства, которое стало кульминацией его душевных страданий. Его последние слова, запечатленные в письмах, навсегда останутся с нами как напоминание о том, что за великим художником стоял человек, испытывающий глубокую боль и непонимание. Эти письма открывают завесу над его страданиями и его борьбой за смысл. Они показывают, что даже в самые темные времена Ван Гог искал свет, который мог бы его вывести из тьмы. Что же осталось после таких откровений? Какие тайны хранят письма других великих умов, которые также стремились оставить свой след в истории?
Следующее послание, потрясающее своей глубиной, принадлежит одному из самых выдающихся ученых 20 века, который в своих последних словах предложил миру нечто большее, чем просто научные открытия. Альберт Эйнштейн, величайший физик и один из самых известных ученых 20 века, оставил после себя не только революционные научные теории, но и письма, которые отражают не только его научные достижения, но и внутренний мир человека, который переживал многие трудности. Его последние письма стали своего рода завещанием, в котором он делился своими размышлениями о жизни, науке и человечестве. Эти строки полны мудрости и откровений, которые могут изменить наше представление о великом ученом. В своих последних письмах Эйнштейн затрагивает темы, которые были ему близки на протяжении всей жизни. Он писал о важности теории относительности, о том, как она изменила наше понимание пространства и времени. Однако за этими научными размышлениями скрывается более глубокий смысл. Эйнштейн часто размышлял о человечестве и его будущем. Он выражал тревогу по поводу войны и насилия, отмечая, как научные достижения могут быть использованы во вред. В своих письмах он подчеркивал необходимость ответственности ученых перед обществом, призывая к миру и диалогу. Одно из наиболее знаковых писем было адресовано другу и коллеге, в котором Эйнштейн обсуждал вопросы морали и этики в науке. Он говорил о том, как важно, чтобы ученые не только стремились к открытиям, но и учитывали влияние своих исследований на человечество. Эти слова стали предостережением для будущих поколений о том, как наука может изменить мир, но также и причинить ему вред. К тому времени, когда он писал свои последние письма, Эйнштейн уже испытывал физические недомогания, однако это не остановило его размышления о сложных вопросах, которые его волновали. Он продолжал писать о своих научных идеях и делиться своим видением мира. Даже будучи в преклонном возрасте, он оставался активным и полным жизни. В одном из последних писем он выразил надежду на то, что молодые ученые продолжат его дело, развивая идеи о мирном сосуществовании и ответственности за свои действия. Эйнштейн скончался 30 апреля 1950 года, оставив после себя богатое наследие, включающее как научные достижения, так и личные письма, в которых он делился своими страхами, надеждами и мечтами. Это завещание в словах стало не только отражением его внутреннего мира, но и важным напоминанием о том, что наука и человечество должны идти рука об руку. Письма Эйнштейна не только раскрывают его как ученого, но и показывают, каким человеком он был. Он ощущал себя частью чего-то большего, и его слова оставили глубокий след в истории. Его письма вдохновляют и сегодня, подчеркивая важность гуманизма в науке. Но кто еще оставил свои мысли в письмах, которые могут изменить наше восприятие истории? Следующее послание принадлежит знаменитому философу, чьи откровения также стали неотъемлемой частью его наследия, пронизывая страницы истории своим глубокомысленным содержанием. Фридрих Ницше, один из самых влиятельных философов XIX века, оставил после себя не только глубокие философские труды, но и письма, которые стали откровениями о его внутреннем мире. В своих последних строках Ницше делился своими мыслями о жизни, страданиях и смысле существования, и эти письма открывают завесу над его душевным состоянием, полным боли и одиночества. В последние годы своей жизни Ницше страдал от тяжелых проблем с психическим здоровьем. Его письма, написанные в это время, отражают болезненные переживания и внутренние терзания. Одно из самых значительных писем он адресовал своему другу и коллеге Рихарду Вагнеру. Здесь он говорил о своих философских взглядах и о том, как они эволюционировали с течением времени. Ницше подчеркивал, что его идеи о смерти Бога и сверхчеловеке затрагивают не только философию, но и моральные устои общества. Он выражал свою тревогу по поводу того, как отсутствие веры и идеалов может привести к хаосу в жизни людей. В другом письме, адресованном своей сестре Элизабете, Ницше описывал свои муки и страхи. Он искренне делился своими переживаниями о том, как невыносимо ему стало существовать в этом мире, полном страданий и предательства. Его слова были полны отчаяния и боли, но в них также звучала надежда на то, что его философия сможет помочь другим людям найти смысл и силы для борьбы с трудностями. В своих письмах Ницше также много размышлял о своей творческой деятельности. Он писал о том, как его идеи часто не понимали и не принимали современники. Письма полны размышлений о том, как сложно быть мыслителем в обществе, которое не готово воспринимать новые идеи. Он делился своими надеждами на то, что будущие поколения оценят его труды и увидят в них ценность. Примечание о его состоянии здоровья стало важной частью его переписки. В письмах Ницше признавался в своих психических страданиях, описывая, как его разум страдает от галлюцинаций и приступов безумия. Он писал о том, как трудно ему стало сосредоточиться на своих философских трудах, а творчество стало для него непреодолимой преградой. Эти строки полны глубокого чувства утраты, которое он испытывал, осознавая, что его лучшие идеи могут остаться неуслышанными.
К сожалению, в 1898 году Ницше потерял способность к ясному мышлению, и его последние годы были проведены в состоянии серьезной психической болезни. Его письма, написанные в это время, отражают не только философскую глубину, но и трагедию его жизни. Эти последние строки стали не только свидетельством его страданий, но и попыткой оставить важные идеи для будущих поколений. В конечном итоге Ницше скончался в 1900 году, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять и волновать людей по всему миру. Его письма, полные откровений и страсти, стали важной частью его наследия, открывая двери в его душу и позволяя нам лучше понять его философию и жизненные испытания. Эти слова, наполненные глубиной, остаются актуальными и сегодня, вызывая интерес к его жизни и идеям. Но какие еще тайны скрывают письма других великих умов, которые оставили свой след в истории? Следующее послание, полное эмоций и значения, принадлежит одному из самых известных музыкантов, чьи последние слова также стали частью музыкальной легенды. Джон Леннон, один из основателей группы The Beatles, оставил после себя не только музыкальное наследие, но и письма, которые отражают его жизнь, мысли и внутреннюю борьбу. Его последнее письмо, написанное незадолго до трагической смерти, стало настоящим откровением, которое изменило восприятие его личности и наследия. В этом письме, адресованном его другу и коллеге, Леннон делился своими размышлениями о мире, любви и мире без насилия. Он описывал свои надежды на лучшее завтра, мечтая о том, что человечество сможет преодолеть конфликты и жить в гармонии. Его строки были полны оптимизма, но в то же время за ними скрывалась глубокая печаль о том, что окружающий мир часто противоречит его идеалам. Леннон писал о своих мечтах о мире, в котором царит любовь и понимание, а не ненависть и агрессия. В своих последних словах он подчеркивал, насколько важно каждому человеку проявлять доброту и заботу о других. Он призывал к единству и пониманию, считая, что только так можно создать мир, в котором каждый будет чувствовать себя счастливым и в безопасности. Эти мысли, столь важные для него, стали основой его философии, которую он проповедовал на протяжении всей своей жизни. Однако в этом письме также прослеживались его страхи и тревоги. Леннон делился беспокойством о будущем своих детей и о том, в каком мире они будут расти. Он задавался вопросом, сможет ли он оставить им наследие мира и любви, или же они столкнутся с насилием и войной, как он сам. Это чувство беспокойства отражало не только его личные переживания, но и общее состояние общества того времени. Несмотря на темные мысли, Леннон продолжал верить в возможность перемен. Он настаивал на том, что каждый из нас может внести свой вклад в создание нового, лучшего мира. Он обращался к своим поклонникам, призывая их действовать и не оставаться в стороне. Это обращение стало не только его последним посланием, но и манифестом надежды, который остался актуальным и по сей день. Весьма символично, что Леннон завершил свое письмо фразой о любви. Он говорил о том, что любовь – это единственная сила, способная изменить мир. Эти слова стали его последними, и они остались в памяти людей на долгое время после его ухода. Они стали символом его жизни и творчества, отражая внутренний мир человека, который искал справедливости и мира в каждом своем произведении. Трагически, всего через несколько часов после написания этого письма Леннон был убит в Нью-Йорке, и его жизнь оборвалась. Эта ужасная утрата потрясла мир, и его последние слова стали не просто воспоминанием о нем, но и призывом к действию для всех, кто его знал и любил. Таким образом, последнее обращение Джона Леннона стало не только прощанием, но и важным напоминанием о том, что каждый из нас может сделать мир лучше. Его письмо, полное надежд и тревог, продолжает вдохновлять людей, подчеркивая важность любви и единства. Его мысли остаются актуальными и сегодня, вызывая отклик в сердцах миллионов. Но какие еще откровения скрывают письма других великих людей, которые изменили наш мир своими словами и действиями? Королева Виктория, одна из самых известных монархов в истории Великобритании, оставила после себя не только след в истории, но и множество писем, в которых раскрываются ее личные переживания, страхи и мысли о власти. Эти письма, пронизанные глубокими эмоциями, позволяют нам заглянуть в ее жизнь, полную обязанностей и личных трагедий, ставя под сомнение традиционные представления о королевской жизни. В своих письмах Виктория часто делилась с близкими своими переживаниями о семье, а также о политических событиях того времени. Одно из самых значимых писем было написано в 1882 году, когда она потеряла своего любимого мужа, принца Альберта. В этом письме она описывала свою безграничную боль и опустошение, которые охватили ее после его смерти. Виктория говорила о том, как трудно ей было продолжать выполнять свои королевские обязанности, когда сердце было разбито. Эти строки полны искренности и человечности, показывая, что даже величайшая монархиня испытывала глубокие чувства утраты.
Кроме того, Виктория писала о своих взглядах на политику и управление страной. В одном из писем, адресованном своему премьер-министру Бенджамину Дизраэли, она делилась своими мыслями о необходимости реформ в правительстве, подчеркивая, что монархия должна адаптироваться к меняющемуся обществу. Ее письма служили не только личными откровениями, но и политическими заявлениями, отражая ее активное участие в делах государства. Виктория также использовала письма как средство для общения с детьми. Она писала им о своих надеждах и мечтах, делясь своими переживаниями по поводу их будущего. В одном из таких писем, написанном в 1888 году, она выразила тревогу о том, как ее дети справятся с обязанностями, которые будут возложены на них. Эти строки показывают, что за титулом королевы скрывается любящая мать, которая заботится о будущем своей семьи. Однако не все письма были полны печали. Виктория также делилась радостными моментами, описывая свои поездки, праздники и встречи с важными государственными деятелями. В одном из писем, написанном в 1890 году, она с восторгом описывала торжественные мероприятия, посвященные ее юбилею, и радость, которую они принесли. Эти моменты искреннего счастья создают контраст с теми письмами, в которых она делилась своими тревогами и страхами. Королева Виктория скончалась в 1901 году, оставив после себя внушительное наследие, которое включает в себя не только публичные выступления, но и личные письма. Эти документы открывают завесу над ее внутренним миром, позволяя нам увидеть человека за короной. Письма, полные откровений и эмоций, стали важной частью ее наследия, отражая не только ее королевский статус, но и человеческие чувства и переживания. Таким образом, письма королевы Виктории служат не только историческими документами, но и откровениями о ее жизни. Их содержание позволяет лучше понять, какой была эта женщина, оказавшая огромное влияние на историю Великобритании. Но какие еще сюрпризы скрывают письма других выдающихся личностей, оставивших свой след в истории своими словами и действиями? Фрида Кало, знаменитая мексиканская художница, известная своими яркими и эмоциональными произведениями, оставила после себя не только картины, но и письма, полные страсти и глубины. Ее прощальные строки, написанные в последние дни ее жизни, стали настоящим отражением ее чувств и внутреннего мира, показывая, как искусство и жизнь переплетались в ее судьбе. В 11 июля 1954 года Фрида написала одно из своих последних писем, адресованных своему другу и соратнику. В этом письме она делилась своими переживаниями о здоровье и о том, как ее физические недомогания влияют на ее творчество. Кала страдала от хронических болей, которые стали ее постоянными спутниками на протяжении всей жизни. Она описывала, как эти страдания отражались на ее картинах, пронизывая их ощущением боли и утраты. Однако даже в этом состоянии художница продолжала искать вдохновение, находя его в своих воспоминаниях и чувствах. Письма Фриды полны откровений о ее личной жизни. Она часто упоминала своего бывшего мужа, художника Диего Риверу, с которым их отношения были полны страсти и конфликтов. В одном из писем она писала о своей любви к нему, но также и о глубоком разочаровании, которое испытывала. Она делилась своими мыслями о том, как эти эмоции вдохновляют ее творчество и как искусство стало для нее способом справиться с внутренними терзаниями. В ее строках звучала надежда на то, что, несмотря на сложные отношения, ее любовь к искусству и к жизни останется незыблемой. Фрида также писала о политических и социальных вопросах своего времени. Ее письма отражали ее активную позицию в отношении прав женщин и социального неравенства. Она делилась своими взглядами на важность искусства как средство выражения и борьбы за справедливость. В одном из писем она говорила о том, как ее творчество может вдохновить других женщин на борьбу за свои права и свободы. Ее слова стали предвестником движения феминизма, которое только начинало набирать силу в ее время. Кала не забывала и о своих корнях. В своем письме, написанном в начале месяца, она вспоминала свое детство, описывая, как мексиканская культура и традиции влияли на ее творчество. Она говорила о своей любви к фольклору и о том, как старается запечатлеть его в своих картинах. Эти строки полны ностальгии, показывая, как глубоко она чувствовала связь с родиной и ее культурой. Трагически, Фрида скончалась 17 июля 1954 года. Ее последние слова, оставленные в письмах, стали не только прощанием, но и тестамент о ее страсти к жизни, любви и искусству. Эти письма, наполненные откровениями, позволяют нам заглянуть в ее душу и понять, каким сложным и многогранным человеком она была. Они стали важной частью ее наследия, открывая новые горизонты для понимания ее творчества и жизни. История Фриды Кало показывает, как глубокие переживания могут быть выражены через искусство. Однако, какие еще письма великих личностей хранят в себе тайны и откровения, способные изменить наше восприятие истории? Следующие строки, полные надежды и света, принадлежат человеку, который оставил после себя не только великие труды, но и мощные послания о мире и справедливости. Мартин Лютер Кинг, выдающийся лидер движения за гражданские права в Соединенных Штатах, оставил после себя множество речей и писем, в которых он делился своими мыслями о справедливости, равенстве и любви.
Его последние слова, написанные незадолго до трагической гибели, стали символом надежды и борьбы за мир, справедливость и единство. В начале 1968 года Кинг находился под давлением как со стороны сторонников, так и противников. Он продолжал свою работу по организации маршев и акций протеста, несмотря на постоянные угрозы и опасности. В своих письмах он описывал, как важно сохранять веру в мирные методы борьбы и как необходимо объединить людей различных рас и национальностей для достижения общей цели. Каждое его слово было наполнено решимостью и пониманием того, что перемены возможны только через совместные усилия. Одно из самых значительных писем было адресовано его другу и коллеге, в котором он делился своими мыслями о непрерывной борьбе за гражданские права. Он подчеркивал, что, несмотря на все трудности и преграды, необходимо продолжать движение вперед. Кинг указывал на необходимость терпения и стойкости, убеждая своих соратников не сдаваться. В этом письме он говорил о том, что борьба за равенство — это не просто дело одной расовой группы, а общее дело всего человечества. Кинг также писал о своих надеждах на будущее. В одном из своих последних писем, адресованном молодым активистам, он говорил о том, как важно продолжать бороться за справедливость и равенство, чтобы создать мир, в котором не будет места ненависти и предвзятости. Он призывал новых лидеров сохранять идеалы ненасильственного сопротивления и продолжать работать над изменением общественного мнения. Эти строки были наполнены оптимизмом, показывая, что даже в самые трудные времена он верил в возможность изменений. В последние дни своей жизни Кинг находился в Мемфисе, где поддерживал забастовку санитаров, требующих справедливых условий труда. Он продолжал писать и говорить о необходимости борьбы за права всех трудящихся. Его последняя речь, произнесенная в ночь перед убийством, была полна страстных призывов к единству и любви. Он делился своими мечтами о том, как человечество может преодолеть ненависть и объединиться ради общей цели. К сожалению, 14 апреля 1968 года жизнь Кинга трагически прервалась. Его убийство потрясло страну и мир, но его последние слова, оставленные в письмах и речах, остались живыми, вдохновляя миллионы людей продолжать его дело. Эти слова, полные надежд и призывов к действию, стали не просто его личным завещанием, но и завещанием для всего человечества. Таким образом, последнее обращение Мартина Лютера Кинга, наполненное верой в лучшее будущее, стало важным напоминанием о том, что борьба за права и справедливость продолжается. Его письма и речи, полные силы и любви, остаются актуальными и сегодня, вдохновляя новое поколение борцов за свободу и равенство. Но какие еще находки могут удивить нас и рассказать о великих личностях, оставивших след в истории своими последними словами? Следующее послание принадлежит выдающемуся писателю, чьи финальные размышления стали отражением его внутреннего мира и творческой жизни. Оскар Уайльд, один из самых блестящих писателей XIX века, оставил после себя не только литературные шедевры, но и письма, которые стали отражением его внутреннего состояния, страстной борьбы и окончательной судьбы. Его последние строки, написанные в тюрьме, охватывают многогранные аспекты его жизни, включая личные переживания и общественные взгляды. Эти письма, наполненные глубокими эмоциями и искренностью, раскрывают нам многоуровневую личность человека, который, несмотря на все испытания, продолжал создавать. В 1895 году Уайльда осудили за гомосексуализм, что стало шоком для общества. Его жизнь, полная успехов и славы, резко изменилась. В тюрьме он начал писать письма, в которых делился своими переживаниями и размышлениями о любви, свободе и обществе. В одном из таких писем, адресованном своему другу, он описывал, как тюремные условия влияют на его душевное состояние. Он говорил о том, как тяжело осознавать, что его жизнь и творчество были подвержены таким жестоким обстоятельствам. Однако даже в этих темных временах Уайльд находил внутреннюю силу, чтобы продолжать писать. В своих письмах Уайльд затрагивал темы любви и потерянных надежд. Он часто вспоминал о своем возлюбленном Альфреде Дугласе и о том, как их отношения привели к его падению. Он описывал свою любовь как великую и трагическую, подчеркивая, сколько боли и радости она ему принесла. Эти письма полны страсти и сожаления. Они позволяют глубже понять его эмоциональную борьбу и стремление к свободе. Уайльд делился своими мыслями о том, что любовь не может быть угнетена, и даже в тюрьме он чувствовал, что его чувства остаются истинными и живыми. Письма Уайльда также содержат размышления о его творчестве и искусстве. Он писал о том, как его литературные идеи и концепции о красоте и истине подверглись испытанию в тюрьме. Он задавался вопросом, что такое искусство в условиях угнетения и как оно может служить утешением. Его строки останавливались на том, что каждое произведение — это часть его души, которая не может быть уничтожена. Он мечтал о том, чтобы снова вернуться к литературе и продолжить писать, несмотря на наслоившиеся трудности. К сожалению, состояние здоровья Уайльда ухудшилось в тюрьме. Он страдал от различных недомоганий, и его письма становились все более тревожными. В некоторых из последних писем он делился своими страхами о будущем. Он понимал, что его здоровье подводит его, и это осознание наполняло его письма горечью.
Он писал о том, как важно оставить след в истории и как он хочет, чтобы его слова продолжали жить и вдохновлять будущие поколения. Оскар Уайльд покинул этот мир в 1901 году, но его последние письма остались как свидетельство его внутренней борьбы и стремления к свободе. Эти слова, полные страсти и печали, стали неотъемлемой частью его наследия, открывая завесу над его жизнью и творчеством. Его письма, полные глубины и эмоционального накала, продолжат вдохновлять людей, подчеркивая важность свободы творчества и любви, которые не знают границ. С какой же тайной произойдет следующее откровение, и какие еще письма великих умов хранят в себе богатое наследие, которое может изменить наше восприятие истории? Стендаль, известный французский писатель, оставил после себя множество литературных шедевров, но его последние письма таят в себе не только признания, но и глубокие размышления о жизни и искусстве. Эти письма, написанные в последние дни его жизни, стали отражением его внутреннего мира и переживаний полных страсти и усталости, которые он испытывал перед лицом смерти. В 1815 году Стендаль находился в Италии, окруженный величием и красотой этой страны, но одновременно испытывая физическую слабость. В одном из своих последних писем, адресованных другу, он описывал свое состояние здоровья и как оно сказывается на его творчестве. Он делился своими переживаниями о том, как трудно ему стало работать, когда здоровье подводит. Стендаль упоминал о своих страданиях, но также и о том, как окружение вдохновляет его на новые мысли и идеи. В своем письме он говорил о том, как любовные переживания и романтические страсти всегда были движущей силой его творчества. Он вспоминал о своих увлечениях, о том, как они влияли на его книги и как каждое из его произведений было попыткой запечатлеть мгновение счастья и страдания. Стендаль подчеркивал, что даже в самые трудные времена, когда здоровье ухудшалось, он продолжал чувствовать прилив вдохновения, который заставлял его писать. Не менее интересным является его отношение к искусству. В одном из последних писем он размышлял о значении живописи и литературы в жизни каждого человека. Стендаль делился своими мыслями о том, как искусство может быть отражением души и как важно создавать произведения, которые будут жить долгие годы после смерти автора. Он подчеркивал, что каждая созданная работа – это часть его самого, и он надеялся, что его наследие останется в сердцах читателей. В своих письмах Стендаль также касался темы любви. Он писал о том, как сильно его страсти влияли на его жизнь и творчество. Он делился воспоминаниями о своих любовных увлечениях, о том, как каждая встреча оставляла неизгладимый след в его душе. Эти строки полны ностальгии и глубины, позволяя нам увидеть, каким романтичным был Стендаль в своей жизни и как его переживания отражались в его произведениях. К сожалению, в 1816 году Стендаль скончался в Париже. Его последние письма, полные откровений о жизни, любви и искусстве, остались как свидетельство его внутренней борьбы и стремления к творчеству. Эти слова стали неотъемлемой частью его наследия, открывая двери в его душу и позволяя понять, каким человеком он был. Они напоминают нам о том, что даже великие писатели сталкиваются с человеческими страданиями и слабостями. Таким образом, письма Стендаля, наполненные страстью и искренностью, служат не только историческими документами, но и глубокими откровениями о внутреннем мире великого писателя. Эти письма обогащают наше понимание его творчества и жизни, показывая, что каждое слово, написанное им, было пропитано его ощущением красоты и глубины человеческих чувств.